Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про классный объектив-блинчик для крупнотых зеркалок Canon 24 мм f2.8 STM. Многие мои знакомые, кому довелось использовать этот объектив на крупнотых зеркалочках с EFS байонетом, очень сильно его нахваливают. Прямо-таки даже не просто нахваливают, а восхваляют. Ну, а я известный любитель компактных, интересных, маленьких объективов, и в особенности как раз-таки блинчиков вот такого форм-фактора. Поэтому из любопытства решил сделать на него обзор, ну и сам посмотреть, вдруг он мне пригодится. Конечно, вот такие панкейки или блинчики очень маленькие, тоненькие, они прикольные, интересные, но не все бывают хороши. Тот же, например, Panasonic 14 мм f2.5 мне не понравился, он терпимый, но очень уж много хроматических аберраций, если ты его нацепляешь на Olympus. На Panasonic там тушка подавляет большинство хромоты, но все равно качество, честно говоря, хромает у него. Чего нельзя сказать, например, про более старый объектив 20 мм f1.7 от того же Panasonic. Вот там, реально классный. Но на него у меня пока обзора нет, пока что не довелось мне достаточно долго на него поснимать, я просто его так пробовал в порядке эксперимента, да, он прикольный. На канале есть уже обзор на другой блинчик, самый тонкий вообще в мире, это Pentax 40 мм f2.8 XS, и он реально там совсем тонюсенький, буквально 1 сантиметр толщиной получается. И он, конечно, реально крутой, но мне он не очень подошел, для меня он оказался не очень удобен, потому что, все-таки 40 мм на 1,5 кропе, в эквиваленте угол обзора там получается как на 60 мм, и для каждодневной съемки это не особо-то годится. Также в 2012 году, более 10 лет назад, Canon выпустили офигенный, классный 40 мм f2.8, тоже но на него обзора у меня тоже пока что нет, обязательно его куплю как-нибудь, когда лишние средства какие-то появятся на его приобретение, и на полном кадре его попробую. И этот объектив был чисто полнокадровый, он резкий, маленький, легкий, в общем, во всех отношениях замечательный. Ну а чуть позднее, в 2014 году, появился как раз наш сегодняшний герой 24 мм f2.8 STM. У него схема похожа на 40 мм, на самом деле, я так смотрел, как у них оптические схемы выглядят, но она чуть посложнее. И фокусно не совсем соответствует, потому что 24 мм с камерами, у которых кроп-фактор 1.6, получается, что это 38 мм, а не 40, чуть-чуть пошире, что для меня как раз удобно. Я все-таки люблю чуть пошире углы, мне вообще больше всего нравится 28 мм использовать, но и 38 тоже вполне себе годится для каких-то спонтанных съемок. Ну и, конечно же, объектив был куплен мною самостоятельно на свои собственные деньги, благо он не супер дорогой, стоит он очень демократично, 150 баксов примерно в среднем, а на вторичке может еще и дешевле быть. Ну, я попутно напомню, что можете, если есть у вас желание, вдруг возникнет такое, поддержать мой канал, подписавшись на Boosty, если вам нравится то, что я делаю, хочется, как-то оказать какую-то посильную помощь, можете смело подписываться на Boosty и быть уверенными, что я там пойду не шлюх снимать в кокаине, а все-таки куплю себе очередной какой-нибудь прикольный объектив или камеру и про нее расскажу. Ну а сейчас пришла пора посмотреть на объектив уже воочию, покручу сейчас его в руках, а дальше уже будем глядеть на картинки, которые у меня с него получились. Объектив маленький и очень легкий, всего лишь весит 125 граммов. Корпус выполнен из довольно качественного пластика. Байонетное крепление металлическое. Ну, тут еще в задней части выступает такой пластиковый элемент, что не позволяет установить объектив на полный кадр. Просто зеркало сломаешь, если его поставить в какую-нибудь полнокадровую зеркалку, который просто EF байонет. На EFS кропах смотрится отлично и снимает прекрасно на нем, но я-то юзал в основном на EFM через переходник, и тут уже получается, конечно, не такая уж компактная система, суть, в общем-то, блина в данном случае тогда утрачивается. На корпусе, кстати, тут также имеется переключатель автофокуса, колечко маленькое, тоненькое для ручной фокусировки. Оно, в общем-то, не ужасное, но оно тоже такое пластиковое и только электронное, никакой прямой связи
оно не имеет... При фокусировке, когда на камере он находится, вот этот тубус, он слегка выдвигается на несколько миллиметров и немножечко жужжит. Не сильно, то есть, но если что-то в упор, например, на видео записывать, то, возможно, все-таки будет слегка слышно. Чуть-чуть шумноват здесь все-таки привод автофокуса. Передний элемент хоть и невелик, совсем он крохотный, но при этом здесь диаметр светофильтров 52 миллиметра. Первые две вещи, которые бросаются в глаза при просмотре картинок с этого объектива, это то, что у него просто сумасшедшая какая-то резкость запредельная, и при этом практически отсутствует какая-то очень уж выраженная дисторсия. Резкость у этого 24-мм блина и даже на открытой, на f2.8 просто очень хороша, но если прикрыться до f4, то она прям вообще, ну прям бешеная резкость, какой, я не знаю, о которой можно только мечтать. Детализация реально очень хорошая, и объектив к тому же фокусируется очень близко. У него минимальная дистанция фокусировки всего лишь 16 сантиметров. Это, конечно, не макро, но это позволяет снимать что-то прям в упор, и это тоже приятно, потому что классно иметь какое-то универсальное такое устройство, когда ты можешь снять что-то и вдалеке, типа пейзажа, и что-то почти что в макро. К тому же на открытой диафрагме и размытие, так называемая бокешка, получается довольно приятное, но опять же только при съемке совсем уж чего-то вблизи. Это там, когда ты снимаешь какие-то цветочки, ягодки, котиков, что-то вот подобное. У объектива также, как я уже сказал ранее, очень хорошо исправлены искажения всяческие. То есть у него, конечно, есть небольшая дисторсия, но она настолько ничтожно мала, что вообще на нее пофиг. Ее можно даже не исправлять. И объектив реально подходит для съемки архитектуры. На снимках, которые я сейчас показываю, исправлены только неизбежные какие-то трапециевидные перспективные искажения, которые не от объектива зависят, а от положения снимающего. Городские снимки получаются очень ровные, аккуратные, и детализация выше всех похвал. Ну и, конечно же, практически полное отсутствие на прикрытой, конечно же, диафрагме, хроматических аберраций каких-либо, да и прям, реально очень офигенная резкость делает этот объектив прекрасным выбором при съемке пейзажей. Стрит-фотографии от бедра и какие-то спонтанные стрит-фоточки вообще я поделал на него тоже. STM-мотор, который здесь установлен, он, конечно же, адаптирован под работу с Dual Pixel, то есть он реально хорошо, шустро фокусируется, к этому вопросов практически нет, но тут такой момент, что он вообще-то, фокусируясь, передвигает весь линзоблок, и это, возможно, немножко как-то замедляет процесс, потому что я включал определение лиц, когда подобные снимки делал,
чисто ради интереса, как он будет их схватывать. И лицо он не всегда успевает схватить. Иногда бывает, что соскакивает все-таки автофокус на задний план. Это я имею в виду, что ты просто идешь, а потом хоп, нажал и резко что-то снял. Возможно, конечно, здесь всему виной сам автофокус камеры, которая, может быть, просто не поспевает, может еще что-то, может быть, потому что я использовал его через переходник, какой-то там лаг произошел, не знаю, но не всегда идеально он попадал, конечно, по лицам, но пара бракованных снимков из десятков хороших, вот такой примерно показатель, так что ничего, очень даже быстрый автофокус, я считаю. Ну и когда ты снимаешь, как я, на очень сильно закрытой диафрагме, небольшой какой-то промах по автофокусу я не считаю очень уж критичным, особенно в стрит-фоточках. Портретной съемки объектив я тоже опробовал, но, как видите, здесь какой-то особой бокешки на такой дистанции уже не добьешься. Ну, если, конечно, в ней особо какая-то необходимость есть. Ну, в данном случае, например, здесь зачем тебе что-то размыливать. Но, тем не менее, чтобы вы понимали, для портретов он, да, наверное, подходит, но скорее каких-то студийных, где неважно там какое-то размытие. Ну и для каких-то нежных девичьих портретов он не совсем подходит, потому что резкость, ну, у него для такого, наверное, избыточная. Ты потом на постобработке запаришься возиться с кожей. Так что, наверное, мужиков каких-нибудь со щетиной, с бородой вообще-то классно было бы снимать на этот объектив, но девочек я бы не рекомендовал. Мне объектив очень понравился, я считаю, что это прям прекрасная, отличная вещь по соотношению цена-качество. Себе я его не оставил только по одной причине. Ну, слишком громоздкая получалась конструкция на моем EOS M6 через переходник, когда его используешь. Казалось бы, да, блинчик, но когда переходник там в 2 раза толще, чем этот блинчик, еще между ним и тушкой находится, ну, уже выглядит как-то немного смешно. Но если вы не геморроились, как я, а у вас буквально и так просто зеркальная камера от Canon кропнутая, то это просто must-have стекло. Ну и, кстати говоря, если у вас сейчас какая-то новая кропнутая на RF байонете беззеркалка, у которой более-менее какой-то приличный хват, этот объектив тоже с переходником будет не так громоздко, не так уродско выглядеть. Ну и как-то не будет перетягивать баланс камеры на себя. С ним удобно быть налегке, он действительно маленький, легкий, я говорю банальности, но это факт, он реально очень малый, очень легок. При этом у него очень хорошие картинки получаются, практически отсутствует какая-либо хроматическая аберрация, ну, разве что на открытой, да, там на f2.8 есть циановая кайма в зоне нерезкости, например, но если ты прикрываешься, хромота практически полностью исчезает, довольно чистая картинка. Дисторсии какой-то особо выраженной у него нет. У него прекрасные при снимках с близкого расстояния, да и с далекого, и детализация, и микроконтраст. В общем, если вам комфортно с фокусным расстоянием 38 мм, то за те смешные деньги, которые за него просят, этот объектив, ну, прям реально огонь. Короче говоря, я присоединяюсь к хору воспевающих этот объектив, я полностью с ними согласен, он реально очень крутой, я это сам проверил и я это подтверждаю. Ну, я надеюсь, что мой обзор окажется для вас полезен, так что не забудьте поставить лайк, подписаться обязательно. Ну и всем хороших снимков, пока!